Весу метеорит упал. А если это вторжение из космоса? Они людьми управляют. Почему на нас не подействуют? Может, детей мозг по-другому работает? Нельзя терять времени. Начинаем. Я проник в красную зону Фукусимы и за это сел в японскую тюрьму на 3 месяца. Меня и моих друзей арестовали в зоне отчуждения Фукусимы, месте, куда обычным людям нельзя попасть без специального разрешения. Мы проникли туда нелегально и в течение 4 дней исследовали заброшенные районы радиоактивной зоны, чтобы своими глазами увидеть последствия аварии на Фукусиме спустя столько лет. За эти дни мы увидели другую Японию. Не туристическую, не глянцевую, а ту, что скрыта за блокпостами. Жизнь в Японии, которую не принято показывать. Брошенные автомобили, нетронутые дома, следы эвакуации и промышленные объекты. Места, куда 15 лет не ступала нога человека. Для кого-то это просто опасное хобби, но для нас попытка увидеть и сохранить мир, который исчез с карты, но все еще существует за закрытыми границами. В этой финальной серии мы снова проникнем в красную зону, найдем несколько полностью нетронутых домов, попробуем оживить старый генератор и вернуть свет в один из них. А в конце вы увидите главное, как именно, где и из-за чего нас арестовали. Доброе утро, друзья. Злой кот и Леха уехали, мы еще остаемся на несколько дней в Японии и на один день в Фукусиме. Мы сейчас идем на заправку, чтобы попробовать купить немножко бензина и заправить генератор, который мы нашли в одном из заброшенных домов, перенести этот генератор в другой дом и запитать этот дом в красной зоне. Ну, если это получится, это, конечно, будет просто разрыв пуканов и в хорошем, и в плохом смысле. Опа. Давай. Вот у нас вводной автомат. Как вы видите, он не отключен. То есть генератор мы подключаем сюда. Даже микроволновка заработает. Ребят, не обращайте внимания, что мы так легко одеты. Это сделано специально, чтобы маскироваться под обычных туристов. Мы специально одели шорты, хотя в зону именно в шортах идти нельзя, потому что радиация, колючая трава, все ноги нам изрежет. Тем временем Криосан все предыдущие дни. Вот так вот как-то. Вот так вот мы готовы. Как вы считаете, не подозрительно мы выглядим? Потому что тут уже прям граница зоны отчуждения. Прям вот рядом. Там вот блокпост стоит, один из многих въездов в красную зону, и на нас, конечно, пялились очень сильно. Мы привлекаем много внимания, но пока что мы передвигаемся по территории, где можно свободно ходить, и мы ничего не нарушаем в данный момент. Толян, слышал, что вся зона просто кишит ликвидаторами, их Да. тут очень много. Японцы активно работают над тем, чтобы дезактивировать радиацию и сделать вновь пригодным для жизни этот регион. Вот даже где мы сейчас находимся, это еще недавно было зона отчуждения. Но ее уже очистили, сделали новый асфальт, построили новые супермаркеты, новые дома. И потихонечку пытаются заселять сюда людей. Но люди что-то не очень охотно сюда хотят. Вообще, по-хорошему, конечно, надо было какой-нибудь респиратор купить, хоть ради приличия, хоть для картинки. Ну, блин, вообще-то тут нужно только в респираторах. Ты видел ликвидаторы, какие у них мощные костюмы надувные? Знаешь, почему, ходят в респираторах? Потому что эта радиация, она же работает как? Почему она измеряется микрорентгены в час? По сути, это немного. Сейчас 200 микрорентген условно. Ну, это микро, это вообще немного. Это вообще, тишина. Отсюда. Это штиль, радиационный Ага. штиль. Но если тут работать постоянно, год, Она накапливается. 2, 5 лет, 10 лет, вот тогда это хрень уже для организма. Вот именно поэтому они в респираторах и ходят. Смотрите, справа целые улицы заброшенных домов. Прям вот та самая картина постапокалипсиса. К сожалению, многие кварталы уже посносили. И этот, вероятно, тоже в самое ближайшее время снесут. И я уже вижу машины рабочих, скорее всего, прямо сейчас занимаются каким-то демонтажом, подготовкой территории к сносу. Что случилось? Тут нельзя стоять, вот рабочие. Ликвидатор прям перед нами, тихо. Это ликвидаторы. На самом деле это палево просто максимально лютейшее. Наглость вот 105%. Мне кажется, это чревато. Да, нас могут повязать еще до заброса в красную зону. Вот судя по новостям, которые свалились на нас прямо в самолете, как только начала ловить сеть, у пацанов проблемы. Кто-то спалил контору
и стуканул ментам. И они их вычислили. И сейчас мы читаем новость о том, что арестовано трое у наших друзей. Сейчас белая проезжает и прыгает. Прыгаем. Началось. Ребят, началось. Прячься сразу в кусты справа. И ждем пока следующее окно. Ждем следующее окно. Сейчас машина проедет. Все, мы в зоне. Очковая кобра заиграла. Ага, Новыми покусывает, красками. да? Покусывает? Покусывает. Пошли в тупую-то и все. Нет, нет, в тупую нельзя, окно ждем. По звуку будет понятно. Вот этот, до того куста добежать, и там поворот, и все. В общем, друзья, на следующий день мы решились сюда вернуться. Влад уже с нами, и мы хотим провести ночь в красной зоне, ну и дополнительно исследовать крутые места. Друзья, пока мы шли по дороге, я оделся больше как турист, чтобы меньше привлекать внимание, но впереди у нас, как вы видели по предыдущим кадрам, непролазные джунгли, поэтому я переодеваю штаны, я не хочу исцарапать все ноги, вот, и принимаю такой более защищенный, скажем так, облик. Прямо сейчас можно сказать с полной уверенностью, что человек проиграл в этой битве. И что рука пока может, сука. Друзья, мы пришли к дому, где мы были вчера, чтобы забрать генератор и попробовать завести его и электрифицировать один из заброшенных домов. Сейчас заберем генератор, а потом, я вот только сегодня увидел, там дальше есть еще один большой дом. Еще пройдемся, посмотрим, что там. Вот он, родимый. Ну что, заправляем? Понеслась? Давай попробуем, он работает или нет прям тут. Или палево. Нет, вроде не палевно. Ребят, короче, мы нашли такой генератор Toshiba. Сейчас мы его заправим. Он очень тяжелый. Компрессия есть, как мы видим. Притом хорошая. Попробуем заправить и завести прямо здесь. Если работает, будем Как это тащить. предохранитель. О, смотри. Смотри, смотри, смотри. Это хорошо. Масло есть. Правда, не знаю, уровень в норме или нет, но оно точно есть, 100%. Ну, бак заржавел, это точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ребят, там в баке какая-то шопа. Посмотрите. Он так светит еще криво. Потому что макро включено. Давай фокусируйся. О, что-то там есть сбоку. Это поплавок. Блин, я не знаю, пройдет топливо через такое, просочится или нет, как думаешь? Вдохнем жизни этому генератору. Забирает, смотри. Поглощает, смотри, смотри. Ну что, понеслась. Вначале не сильно, так просто прокачаем. Прикинь, сейчас раз и заведется. Да, я Но вас должно люблю. зайти, топливо должно зайти, он сразу не заведется по-любому. Пробую в разных положениях заслонки. Вот что это, мы качали как дебилы. Это свеча. Дай металлическую хрень какую-то, нужно проверить, идет ли искра. Надо найти что-то металлическое, да? Сейчас найдем. Лови. Что ты поймал? Ну, вообще вроде подойдет. Сколько тут радиа? Микрорентген. А что такое часа, как кто-то шел? Кабан. Кабан, зараза. Хрюкнула, да? Да. Ой, я тоже слышал вот там. И, кстати, заметил, как что-то двинулось вроде, но может мне показалось. Если что? Лезем, прыгаем туда и висим. Да. Наш кабан это не шутка. Кабан – это реально не шутки. Показалось Владу или нет? Вот в чем вопрос. Там вот такеннейший кабан, вот такеннейший. Хочешь выйти посмотреть? Пипец. Есть, есть, Сова? есть, да. Да, есть. Да, детка, а ну. Не залито. Давай искру проверим. Давай. Слышь, так там бензина нету. Инструкция. Есть отличная Сейчас, искра. давай еще раз. Прекрасная искра. Подожди. Просто Должны на камере, чтобы поверили. А нету бензина, топлива. Надо проверять, почему не идет.
Да, вскрываем панель, у нас топливо не поступает в двигатель, это уже 100%. Компрессия есть, искра есть, не хватает только топлива. Может, воздушный фильтр забит? Ну, ой, фильтр, бля. Ну, покажи. Кстати, фильтр может фонить. Да. А, смотри. Панель. Поролон рассыпался, воздух не поступает. Да это фильтр, смотри, что поролон превратился. Давай его выкинем нахрен. Без него же будет работать? Не, нормально все с фильтром. Не засосал частично. Да, нормально. Но мне не нравится вот это вот. Ребят, смотрите. Вот, ну вот вытаскивай его, вот что Без делать. фильтра Да? можно завести один раз. Но смотри, чтобы внутрь не провалилось. Если эта хрень попадет в карбюратор, Она попадет. двигатель, то это херня полная. Попыхивать стал. Ты слышал? Уже близко, я чувствую. Ты слышишь этот звук? Па-па-па-па-па-па. Давай чуть-чуть двигатель бензина нальем. По-нормальному, как сильные люди. Прям туда в дырочку. Все, это очень много. Это Закручи. Я не буду его запускать, давайте выкрутите. Он сейчас Не, все нормально будет. конечно. Все разбегаемся, сейчас может быть. Если это я отойду, Давай, буду снимать. Мы налили, короче, полный двигатель бензина. Настолько много, что настолько много по инструкции вообще нельзя залить. Поэтому сейчас может быть хлопок. Колеса не жалко. Подходите, сейчас может быть хлопок. Ну, зараза, только попробуй мне взорваться. Блин, стрёмно. Было чуть-чуть. Было. Охренеть! Да. Давай. Блин, ты видел? открой вот эту хрень. Я ее на максимум открыл. Это ты ее закрыл. Там бензин. Пока ребята пытаются завести генератор, я пойду посмотрю. Здесь, оказывается, есть еще один огромный дом. Мы его вчера просто не заметили с котом и с Лехой. Вот. Помочь я им никак не могу. Я в этом не особо разбираюсь. Но могу помочь другим способом. Я послушаю, насколько далеко слышно вот это вот попытки завести, потому что мы все-таки в красной зоне находимся. И если вдруг сюда приедут и увидят, чем мы тут занимаемся, я думаю, это будет скандал. Чем закончится дело, мы пока сами не знаем. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Штрафы, депортация, наверное. Двери закрыты, но внутри бардак. Значит, кабаны как-то залезли. Надо поискать залаз. Мне есть, кстати, бензин. Смотри, сколько грязи. А вот что не подавалось. Вон он жиклер, кстати. И он, походу, наглухо забит. А как мы его выкрутим? А мы продуем, не выкручивая. Заодно я хочу проверить, насколько в хорошем состоянии этот дом, чтобы, если вдруг получится завести генератор, не пришлось его тащить очень далеко. Блин, где ж кабаны дырку сделали-то? Пока не вижу залаза. А, все, вижу. В том же месте, где мы вчера снимали, по сути. Вот она, кабанья дырка. Окей, давайте залезем в дом пока что. Посмотрим, что тут внутри кабаны наделали. Да, очень похожий дом на тот, который мы вчера снимали. Прям вот планировка один в один. Видимо, это был типичный японский дом. О, тут прям кабаны, конечно, порезвились знатно в поисках еды. Ну тоже, смотрите, все оставлено, видите, часы, вон кубки какие-то. То есть все личные вещи, все на месте. Тут, я бы сказал, даже больше вещей, чем в предыдущем доме. Но планировка такая же, видите? Разобрали, вскрыли мы этот карбюратор, выкрутили жиклер. Вот он, короче, жиклер. И смотрите, он должен просвечиваться. Вот тут дырочка внутри. Но он забит, вы видите, просто наглухо ржавчиной. Поэтому он и не заводился. Понятно, что он пыхкал, когда я в него топливо дополнительно впрыскивал. Это говорит о том, что все остальное исправно. Тут, кстати, паутины меньше, чем в предыдущем доме. Представляете, так
идешь, и тут из комнаты кабан. Вот это, конечно, весело было бы. В кавычках. Пойду ребятам скажу, что дом хороший. Подходит и для того, чтобы его запитать от генератора, и для того, чтобы в случае чего здесь заночевать. Я думаю, если он заведется, хотя бы проработает 30 секунд, прогреется, тогда ему легче будет. Можно его запитать, и можно там же ночевать. То есть мы можем здесь кинуть вещи, да, и пойти налегке куда-нибудь. Многие из моих старых зрителей помнят, что в начале своей сталкерской карьеры я ходил на космодром Байконур, и скоро я выпущу ремастер этого легендарного путешествия. Сейчас же я хочу рассказать вам о новой возможности, которая позволит каждому из вас увидеть это уникальное место своими глазами. Отныне мы с Димоном Эмигрантосом и Злым Котом организовываем легальные туры на космодром Байконур. Вы можете приехать с друзьями, с семьей, даже с детьми и увидеть ангар с энергией, легендарный Буран, Гагаринский старт и множество других мест Байконура без малейших рисков. Ближайшие даты тура и подробности спрашивайте у Димы. Его контакт в описании и по QR-коду. Не забудьте сказать, что вы от Толяныча, чтобы получить дополнительные плюшки. Друзья, пока Саня пытается починить генератор, мы с Владом сделаем небольшой рейд в глубину красной зоны и попробуем найти какие-то невероятные заброшенные места. Очень много вот такого вот телодвижения находится за кадром. Потому что снимать это просто невозможно, все это снять. Но я вас уверяю, весь наш маршрут состоит именно из вот такого вот. Если вы не видели предыдущие 3 серии, вы найдете их в подсказках справа вверху, а также в описании. Блять, эти кусты настолько плотные, что я только что на них упал, и они меня выдержали. Мы дошли с Владом до дома, где мы вчера с Саней Криасаном снимали. И вот там вот впереди у нас гостишка, которую вы уже видели. И сейчас мы пойдем направо. Там прям вот, ну вот вглубь красной зоны. Очень опасно. Могут любой работник, любой человек, который нас увидит, моментально вызывает полицию. Поэтому это прям такое адреналиновое приключение. Быстрее. Ну, накат серьезный, я не знаю, на самом деле, это большой риск. Я полностью согласен, что это большой риск, но мы можем посмотреть. Растение абсолютно не примято, не тронуто. Значит, машины здесь не было давно. Пока Влад снимет себе несколько кадров, которые вы уже видели, я постою на шухере. Нам предстоит путь вот туда, вглубь красной зоны. Ребят, короче, только что разобрал карбюратор. Оказывается, ничего там не забито. Топливо было по плавковой камере. Не знаю, честно, в чем проблема. Сейчас поотрывал краники, попробую еще раз завести. Получится чи нет, не знаю. Может быть, вот эта штука, которая регулирует обороты, была ослаблена. Но это не точно. Мы пробираемся вглубь. Честно говоря, очень волнительно. Ну, ладно, не буду обманывать. Реально страшно. Потому что здесь, если поймают, проблемы совсем другие будут. Ну, я думаю, в любом случае не тюрьма, потому что иностранцы все-таки. Прямо по курсу должен быть какой-то объект. То ли заброшенный дом, то ли что-то еще. Мы не знаем. И в этом есть на самом деле доля интереса. Вот. Но посмотрите в целом на эту дорогу, как она атмосферно выглядит. И по ней, мне кажется, давно не ездили машины. Давай ближе к правой стороне. Дорога не просматриваемая, она за куток уходит. Влад, проверь столб. Вот этот столб проверь, пожалуйста, на всякий случай. Нам направо сейчас в дом. Смотри, фотоловушки камеры. Стой! Вот это
прямо на углу на трубе зеленая, это просто провод? Вот, да, это просто провод. Блин, он не выглядит заброшенным. Как будто, за ним как будто бы следят, да. Надо идти дальше. Я почти уверен, что хозяева приезжают сюда и поддерживают территорию в порядке, хотя некоторые помещения полностью заброшены. А вот этот дом больше похож на заброшенный. Да, этот дом прям внутри заброшен. Этот дом заброшен, загляни. У нормальных сталкеров есть негласное правило: если нет доступного входа на объект, ничего не ломай, оставь как есть. Именно этого правила мы придерживаемся относительно домов в Фукусиме. Если он закрыт, значит хозяева приезжают и следят, и в такие места нам путь закрыт. А если есть дырка от кабанов, открытая дверь, выбитое окно, значит по факту такой дом уже никому не нужен, и мы можем утолить свое любопытство исследователя. Не все придерживаются подобных правил, но мне все равно на остальных. Тут какая-то, не знаю, какой-то гараж с какими-то огромными такими котлами. Непонятно, зачем они такие здоровые были. А тут рядом целый гараж заброшенный с кучей различного хлама. Вот. Сельхозтехника, генераторы. Смотрите. Лента какая-то. Может, здесь на дому было какое-то мини-производство. Большой генератор. Какой-то этот косить траву или что-то такое на трактор. А вот, смотрите, ящички какие-то сложенные. То есть по количеству этих ящиков можно сделать вывод, что здесь действительно что-то производили. Только для чего они, не совсем понятно. Тут прям такой постапокалипсис случился. Просто посмотрите на это все. Друзья, мои ролики также выходят ВКонтакте. Если вам удобнее смотреть там, сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Двигаемся дальше, друзья. Впереди дорога, очень палевная, которую нам нужно перебежать. Держимся с одной стороны от дороги, чтобы, если что, мы были менее заметны и можно было быстрее уйти в кусты. А вот это зеркало, которое висит, дорожное, оно нам сейчас поможет увидеть, есть ли, по крайней мере, с одной стороны блокпост или машины. Справа чисто. Стой. Что там такое? Нет. Стой. Там на дороге, понял, как эти автомобильные колышки, как будто бы там ремонт дороги будут делать. Но никого нет. Ребят, возможно, генератор уже очень старый, у него просто пробило катушку зажигания, и поэтому, возможно, поэтому он пытался завестись, и тут же глох. То есть схватывал мотор и чуть проработал глох. Сейчас вообще нету искры, соответственно, он вообще никак не заводится. Ну, где тут достать катушку зажигания, вообще не знаю, но все уходит к ней. Смотрите, свеча. И вот я его пытаюсь заводить. 0, искры нет совсем. Ну, может, конечно, свечу засрало, но я очень сомневаюсь, что в этом проблема. Не забывай про столбы. Я смотрю тоже. На камеру не видно, но мы внимательно смотрим по сторонам на деревья, потому что могут висеть маленькие противные фотоловушки.
Это единственный правильный способ, как вычислить сталкеров. Ну, это прям заброшено. Но я ничего не вижу. Вроде бы чисто. Тоже большой двор, несколько пристроек. Явно не бедные люди тут жили. И дети были, смотрите. Раз, два. Тандыр, насколько я понимаю. Хотя, может, не тандыр, но похоже. Я не знаю, используют ли вообще в Японии тандыр. Может, это чисто азиатская, не азиатская, а тема Средней Азии. Тоже какая-то сельхозтехника. То есть мы можем сделать вывод, что это была некая сельская местность, где жители частенько занимались какой-то сельскохозяйственной деятельностью. О, смотрите, как это атмосферно выглядит. Офигеть. Вот это прямо оно. Друзья, я подхожу к следующему дому. Я через забор, это соседский дом. Я через забор увидел, что там стоит машина, и она вроде бы не совсем заброшенная. Я хочу аккуратно проверить, может быть, там кто-то есть из владельцев, тогда нам придется очень быстро уходить. Я хорошо помню свои ощущения в тот момент. Как я часто люблю говорить, очковая кобра в тот момент не просто покусывала меня за задницу, она конкретно так впилась в нее зубами и не отпускала. Издалека мне реально показалось, что там стоит чистая машина. Если бы меня увидели местные, то моментально вызвали бы полицию. Я очень медленно и аккуратно делал каждый шаг, прислушиваясь к окружающей среде в надежде услышать голоса или другие признаки людей. Вроде бы все заброшено. Сейчас на зуме проверю. Да, видно, машина грязная, значит она заброшенная давно уже. Это хорошо. Смотрите, какой шикарный дом. И видите, и снова сельхозтехника. То есть все в этом регионе занимались, эти жильцы, какой-то сельскохозяйственной деятельностью. Вопрос в том, какой. Видите, вот эта штука для трактора или для чего? Не знаю, это землю, наверное, вскапывать. Вот эти штуковины, да? Я правильно понимаю? Это вскапывать поля? Машина закрыта. Ну и видите, в хозяйстве, естественно, нужен грузовичок, чтобы перевозить все. Но надо признать, что на самом деле это очень большое поместье. Потому что мало того, что дом, еще куча пристроек. Это явно не бедные японцы здесь жили. Смотрите, даже отдельный сарай вон для дров. Очень неплохо. Вот эта пристройка к дому, скорее всего, это была кухня. А вот это что? Ну, это, скорее всего, гараж. Причем не просто гараж, а огромный, посмотрите. Ого! Смотри, какой трактор там стоит. Посмотри. Он же денег стоит. Да, занимались нормально так хозяева сельским угодьем. Смотрите, у меня здесь даже канальчик вон какой. То есть дождевая вода стекала вот так вот. Вот здесь у них специальный такой канал. Друзья, под конец наших приключений в красной зоне Фукусимы нам таки удалось попасть в совершенно нетронутый
заброшенный дом японцев. И сейчас я вам покажу быт, и вы просто офигеете. Начнем с того, что все прихожие в домах японских, как мы уже увидели, выглядят следующим образом. Здесь вот такой вот, как такой, знаете, как бамбуковый ковер, вот что-то типа того. И вы посмотрите сюда. Вы просто посмотрите, сколько здесь всего. Вот вроде бы дом выглядит заброшенным. Особенно вы поймете это по второму этажу. Но с другой стороны, вы сами видели участок, за которым явно иногда ухаживают. А значит, сюда приезжают. Честно говоря, нам было не по себе в этом доме. Одно дело, когда ты залез в дом, который полностью заброшен, по которому видно, что там никого не было 15 лет, и он никому уже не нужен. Другое дело – этот дом. Нам хотелось побыстрее отсюда уйти. В таких случаях срабатывает некий внутренний судья, который говорит: «Толяныч, здесь лучше не находиться, пойдем обратно, это некрасиво». Видите, многие вещи сложены, как будто бы собирались переезжать и вывозить все это, но не успели. Но планировка многих домов, как вы уже заметили, одинаковая. И в этом доме, в этом же углу, это, видимо, какой-то религиозный уголок, и здесь стоят такие же куклы, как мы с вами видели недавно. Смотрите. Это неспроста. Это явно какой-то культурно-религиозный аспект. Но вы посмотрите на вот это. Ну разве он не прекрасен? Я бы его забрал, но это невозможно. Но нету у меня слов. Просто нету. Короче, это самый крутой сохран, который я видел в своей жизни. Я тебя поздравляю, мы не зря пошли. Движемся обратно к месту нашего ночлега. Очень аккуратно, слышали впереди машину. Может быть, вот здесь справа делают дорогу, где я видел эти столбики. Надо быть вот здесь на перекрестке очень осторожным. Тачка. Быстрее, 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 быстрее. Наверх, наверх. Ты не поехала за нами, да? Она, по-моему, проехала мимо, да? Блядь, она могла нас видеть, мы еще не отошли от перекрестка. Но здесь мы уже, в принципе, в безопасности. Вряд ли сюда поедут. Фух. Мы вернулись в наш лагерь. Как Санек не пытался, но не смог он победить генератор. Но он старался искренне. Осталось закрыть два маленьких гештальта. Первый – это переночевать в заброшенном доме в красной зоне Фукусимы. И второй, наверное, самый важный – это выйти с зоны непойманным. Посмотрим, что из этого получится. И иностранных ютубера распространяют в прямом эфире. На самом деле это был тот самый фильм, который я снимала, вломившись без разрешения в пустой дом в труднодоступном районе префектуры Фукусима. Залаз. 100 микрорентген в час. Серьезно? Да. Нет, ты шутишь. Тупо Давай засниму. В Перепятии такого нету. Чтоб такой фон был в хате. Даже перебор. Это очень серьезный фон для квартиры. Для помещений. О, он компьютер персональный чей-то был. Видимо, здесь ребенок жил. Где ты? А, где ты видишь А компьютер? вот. А, точно. Я вижу пока монитор. Вижу DVD. Вот. Вижу комп. О, пытались скрыть, но не вскрыли. Intel Inside. Так, Windows какой у нас? 2000. Ну, это старенький совсем. Старенький, Windows 2000. Блин, Совсем ребят. старенький. А чё ж он упал, интересно? Кабаны? Да. Кассеты. Давайте его Вот кабаны. поднимем. Оля, как он кайфовый, ё-моё. Взяли, скинули. Слышишь, такой классный комп. Фуджитсу. Знаешь, что хочу сделать?
Поставить его на место. А, и телек, смотри, упал. Угу. Да, здесь, видишь, мужская одежда, пацан какой-то жил. Упал, но не разбился. Смотрите, давай. А вот это, смотри, что вот это такое? Ой, красота. Смотри, я понял, Что это? это куча клюшек для гольфа. Ни хрена себе. Смотри, А в Японии гольф популярный? наверное. Помнишь, мы находили? Ты прикинь. Да, мы на реакторе находили. Они прям в идеале. Они стоят нереальных денег. А ну, расстегни вот это у меня просто. Я одной рукой держу. Расчехляем. О, глянь, там мягенькая какая-то. А, это чехольчики Да. на них одеваются. Я вообще не специалист в гольфе. Блэкмор. Ну, давай мы сейчас... У О, нас есть интернет, и мы попробуем узнать, сколько они стоят. глянь. А как ими вот так вот? Она какая-то кривая, ты смотри. Нет, они... Ну, насколько я знаю, Покажи, как она. каждый удар какой-то там специально, есть своя клюшка. Поэтому их так много? Да. А я думал, это на так большую много. компанию. То есть в зависимости от наклона, от местности, от От силы расстояния ветра. используют разные клюшки. Потому что получается разный удар. Нет универсальной, насколько я знаю, клюшки. Вот так вот. Пах! Друзья, к сожалению, это не брендовые клюшки, это такие массовые, скажем так, среднячок, и никакой коллекционной ценности они не представляют. Поэтому, видимо, их здесь и бросили. Я думаю, если бы они реально были дорогие, профессиональные, их бы хозяева сразу забрали. О, офигеть, дудка! Ты умеешь на таких играть? Что? Ну, я не очень спец, но что-то выдудить можно. Откуда ты умеешь так играть? Не знаю, просто пальцы сами почувствовали. Это без нот, без ничего. Просто смотрите, полет мысли, фантазии. Давай. Вот смотрите, главное на все дырочки положить пальцы и начать ими играть. Палево, ну забери у меня эту игрушку. Сейчас Толяныч просто обосрется от этих звуков. Скажет, что вы там делаете? Я, похоже, нашел просто новый, идеальный запечатанный чай. Офигеть. Он, по идее, должен со временем только крепче становиться. Если в оригинальной упаковке. В оригинальный, это не просто упаковка. Это вообще какая-то круть фокусимская. А вот это, походу, так дома этот выглядел и раньше. Горы, машина. Да, это реально уникальная находка. Фото дома с вертолета на этапе строительства. Вот котлован, где позже был построен дом. А это сарай за домом, в который я заходил. Там особо ничего интересного, кроме груды хлама. Короче, друзья, вот это японский кукла Дарума. Это такой своеобразный талисман на удачу. То есть, видите, она вот такая вот, как ее не толкай, она становится обратно. Не валяшка, что ли? Изначальное, да, положение – это символ стойкости. Так что это Прикольно. такой в домах ставят как символ удачи, скажем так. А что они такие страшные? Ты посмотри, какая она вообще, пипец. Ребят, смотрите, что сделали кабаны на кухне. Все перерыли. И смотрите, что стало с холодильником. Ящички все выкинуты. Вот это, походу, остатки пищи. В такое превратились. Прикиньте. А морозилка-то не... Ух ты. Не открыта. Давайте откроем. Что это? Охренеть, ребята. Там все на месте. Ух, и воняет. Смотрите, что сделала с едой за 15 лет. Вот только посмотрите. Ё-моё. Ёлки-палки, ля. Сковородка окислилась. Вы смотрите, как сильно. Металл превратился в какой-то порошок. Тут вся еда. То есть люди настолько быстро покинули этот дом, что не забрали даже еду. Я в шоке. Вот эта хрень пытается упасть. Нет, это надо закрывать. А хотя, стой. Вот это как, да, еда как в Севенах продается, смотрите. Она еще затянута. Вы только посмотрите, что она превратилась. Там внутри какая-то жижа. Охренеть. Курица, наверное, была или рис. Вообще просто жесть, оно все испарилось.
Гляньте. Сковородка окисилась насквозь. Дыра. Пипец. Вот такой еда превращается за 15 лет. Никто не трогал, прикиньте. Ребята, оборудуем спальное место. Я притащил сюда матрасик, положил свой рюкзак. Пацаны тут тоже что-то таскают потихонечку. У меня всегда есть такие маленькие гештальтики. Я хочу переночевать в легендарных заброшенных местах. И вот Фукусимская зона отчуждения красная. Это был мой маленький гештальт. Я думаю, не у тебя одного. И вообще, самый обычный человек, я думаю, для него это была бы такая дядя Галочка, что он всех бы выебал. Да, я надеюсь, что ночью к нам не придут кабаны и полиция. Надеюсь. Делаем красоту, ребят. Потому что ночевка в красной зоне должна быть легендарной и запомниться и нам, и вам на всю жизнь. Помимо красоты, делаем себе еще красоту. Нашли палочки ароматные, благовония. Ну-ка. У нас тут будет еще и пахнуть. И кабанов отпугивает еще. Ты слышишь? Тихо, очень тихо. Это кабан 100%. Тихо. Я не так близко. Вот где-то здесь, давай выглянем. Давай. Это очень близко. Где оно? Где эта зараза? Блядь. Я не пойму, где оно хрюкает. Ему насрать. Это кабан. Зараза такая. Подождите. Ему просто фиолетово. Не, это выйди, надо прогнать. Как его прогоню? Ты что, с ума сошел? Это кабан, блин. Там вот такеннейший кабан, вот такеннейший. Хочешь выйти посмотреть? Иди сюда, приходи. Тихо, иди. Там просто монстр. Видно его? Нет. Пойдем посмотрим. Тихо. Какой басистый сразу. Тихо. Пипец. Слушай, он через кухню может зайти, там открыто. И он где-то там хрюкает. Я тут закрыл, через кухню закрой. Закрой кухню. Если он зайдет, нам пипец. Он нас тут всех порежет. Тихо. Хрюкает. Как его закрыть? Тихо. Чем его закрыть? Гадин, он тут хрюкает где-то. Давай. Не, это для него вообще не помеха. Он снесет, даже не заметит. Чем закрыть? Блин. Это пипец. Ему вообще пофиг, мы стучим, горем. Не, пролезет, зараза, надо наглухо закрывать. И это его не остановит. Он так хрюкает, просто усирачка. Вот подымется, он наверху тоже все перелопатил. Конечно. Хрюкает, зараза. Да ему вообще насрать. Ребята, это просто вынос мозга. Вы понимаете, реальный кабан. Смотрите, что Саня нашел. Пам-па-пам-пам. Бракосочетание. Оба! Там имена написаны внутри. Как они их бросили, я не понимаю. Что это за... Может, это белое золото? Оно дороже обычно. Может, серебро. Похоже на серебро. Вот, ты по штампику сможешь определить, что это такое? Нет. Сейчас посмотрим. К-14. К-14. Ну, по-любому, там, наверное, какой-то процент есть. Вот такой вот у нас ужин. Смотрите, какая красота. Что у нас есть? Зеленый чаек. Это замки, наверное. 3 вида курочки, орехи, батончик и энергетическая желешка. А у Влада рис, курочка, сладости. Надо будет у него сладости обменять на что-то. Без крафтового спирта, друзья, к сожалению, но зато с любимой кружкой-хрущевкой. Если вдруг по какой-то причине вы первый раз ее видите, это мой фирменный мерч.
Ссылочка на Валберес будет в описании. Приобретайте. Классная эксклюзивная штука. Из нее я буду пить сейчас вот этот вкуснейший зеленый чаек. Когда я остался здесь один в этом доме и нашел обручальные кольца, вот они, то я прочувствовал всю боль хозяев этого дома. Что им пришлось претерпеть, чтобы покинуть свое жилье. Представляете, они всю жизнь здесь жили. Это была семья всего, скорее, муж, жена, дети. Им пришлось быстро убежать навсегда из своего дома. На меня нахлынула такая прям куча эмоций, таких прям такая гнетущесть какая-то и, как это сказать, и безысходность того, что они не могут вернуться. И даже кольца обручальные не забрали. Представляете, насколько быстрая была эвакуация? Люди просто остались, в чем были одеты. Неизвестно, куда их дальше расселили. Общежитие. Все их накопления, ценности, все исчезло. Вот эти телевизоры, DVD-системы, эти всякие там музыкальные центры, вот это все накоплено, богатство, дом. Все исчезло в один миг. Я представляю, как дети, наверное, сейчас скучают по своему дому. Но никто из них сюда не может вернуться. Потому что здесь все заражено радиацией очень сильно. Даже свои игрушки дети не могут забрать. Даже кольца не могут забрать. Они радиоактивные, они опасны. Нельзя их забирать. Это незаконно. Продолжаем наше исследование. В этой хате кто-то побывал. Видишь, в той хате нет такого перерытого. Да. Тут кто-то побывал. Но эта хата и побогаче была, по-видимому. О, часы видел? Это же я их сюда принес. Опа. Я вот смотрел, только что. Они работают. Более того, смотри, в чем прикол. Убери свет. Вау, смотрите, ребят, как они засвечиваются. Часы рабочие. Так, ну что, ладно, давай поснимаем здесь чуть-чуть. Боже, какая же, черт возьми, здесь атмосфера. У нас получилось создать в красной зоне, в одном из заброшенных домов, вот такой вот уют. Сталкерский уют. Это один из тех моментов, которые я очень любил в Чернобыле. И да не только я, все мы, потому что, наверное, символ любого нелегального похода в зону был это вот посиделки где-то в заброшенных домах, заброшенных ангарах, под душевные разговоры, под полевую еду. Этого не хватало, честно. И я рад, что последний день в зоне мы проводим именно так. Это незабываемый момент, да, который лично для меня невероятно ценен. Охренеть, что это? Вот это пиздец. Это что такое? Что это? Это пиздец. Загляни туда. Я смотрю, я просто офигеваю. Божество какое-то. Японское. Блин, а что оно так спрятано? Давай его достанем на божий свет. Ну ладно, все, пусть стоит. Вот чайник есть. Вау. У нас не в чем даже чай готовить. Ну да. Ну вот эти кружечки меня удивили. Смотрите, целый набор, ребят. Они просто здесь лежали 15 лет, ждали нас. Хозяева уже вряд ли сюда вернутся. Как думаешь, вернутся хозяева или все уже? Слушай, я думаю, что нет. Сюда их уже нет живых, наверное. 100% не вернутся. Если бы они могли забрать, они бы уже забрали бы все это. Радиация, ребят. Как разбитая. Вообще нельзя с такого пить. Но, блин, нам можно, мы сталкеры. Нас радиация не возьмет. Первое, это то, что это вообще ни хрена не Чернобыль. Даже и близко это не Чернобыль. Да, здесь есть радиация, здесь есть дозиметры, охраняемые зоны, блокпосты и туда-сюда. Но в Чернобыле, во-первых, меньше радиации. Во-вторых, тут зона очень специфическая. Если в Украине это огороженная, огромная 2600 квадратных километров, кстати, как Люксембург, страна Люксембург, представляешь? Вот вся страна Люксембург это как Чернобыльская зона отчуждения по размеру. И вот вся она огорожена, и все, внутри вот быть нельзя никак. А тут дороги это зеленая зона. Некоторые дороги являются желтой зоной, но на них все равно можно ехать. Но нельзя выходить, и велосипедистам нельзя ездить.
странно, короче, тут все, но есть красная зона. Это оставшаяся маленькая зона, где очень сильно фонит, и в ней вообще нельзя передвигаться, в нее нельзя заходить. И вот мы сейчас в самом центре этой зоны. Сидим и кушаем рис. Сколько там? Блин, зараза, сколько? 3-4? Ну ты тут везде, это общий фон. Это общий фон, да. Что Поэтому ты скажешь? я думал, Ты мы разбираешься лучше. пьем, короче, пофиг. С нами эта радиация сделает только лучше. Она сделает нас сильнее. А чистый чайник вообще максимально. Ну чуть-чуть там частичка альфа. Немножко альфа и так все норм. Влад правильно сказал, эта зона не совсем похожа на Чернобыльскую, я бы сказал, она совсем на нее не похожа, и только вот этот небольшой кусочек красной зоны, куда мы стремились и куда мы дошли, только здесь можно почувствовать вот эту обреченную, гнетущую, мертвую атмосферу, и то вы должны понимать, что это другое. Это не значит, что Фукусимская зона хуже. Нет, она просто другая, со своими особенностями. С какой-то стороны, да, вот не хватает вот этого чувства, когда ты понимаешь, что на десятки километров нет никого, кроме диких кабанов и лошадей. С другой стороны, здесь есть какой-то свой, ну, назовем новомодным словом вайб. Он есть, он другой, мы его прочувствовали. И я не жалею ни секунды, что мы посетили это место. Теперь мы можем сравнить лоб в лоб две легендарных зоны и сделать выводы. Какая из них лучше? Трудно сказать. Наверное, Чернобыльская, она как-то ближе к сердцу, потому что она родная, и зрители, наверное, точно так же со мной согласятся. Но и здесь есть какие-то свои волшебные, скажем так, моменты, которые похожи на сериалы, фильмы про постапокалипсис, на игру The Last of Us. Вот те кадры, которые мы часто видим в каких-то голливудских фильмах про конец света, когда все поросло зеленым плющом. Вот таких кадров, мне кажется, вот в Чернобыле их меньше, чем здесь. И в этом прикол Фукусимской зоны. Ни хрена! Это что такое? Мы сейчас будем пить чай. Влад тупо нашел рабочую плиту в этом доме. Охренеть. Нет, мы сейчас, пацаны, Баллон еще запасной, полный. Мы сейчас, пацаны, будем пить с вами чай. Пуэрчик, да, сейчас будем пить. Это сталкерская. Сейчас чай. Чаек, точно, чай сейчас будем пить. Это чай, который мы нашли тоже в этом доме. Это фукусимский радиоактивный чай. Ребят, это реально Припять в 90-х. Мы как переместились во времени. Ты смотрел старые документальные фильмы, и в 90-х сохран Припяти был такой же, как сейчас в Фукусиме. Но при этом очень много полиции, блокпостов охраны, тоже как в Припяти в 90-е, почему тогда никто не ходил. И радиация такая же бешеная, потому что радионуклиды еще не успели разложиться все, поэтому фонит здесь пипец. Были найдены вот такие вот стаканчики, смотри. Это, наверное, самые красивые стаканчики, из которых, можно пить чай. Только нужно их чуть-чуть продуть. То, может, альфа-частичка где-то там. Да, с альфа лучше не шутить. В чайничке уже чаек. Насыпали чаечек и включаем печку. А запах-то какой, а? Пахнет классно, сразу скажу, очень хорошо. Это зеленый чай. Ты знаешь, такой странный запах, он такой должен быть, да? Вы ж не учти, что он еще 15 лет здесь лежал. То есть это 2011 года чай. Когда произошла авария, вот тогда купили. Ну как тебе? Леточка. Очень странный вкус, но мне кажется, он не испортился, он нормальный. Наверное, каждый, кто называет себя таким словом, как сталкер, когда-то хотел закрыть такой гештальт, как побывать в Фукусимской зоне отчуждения. Не одним Чернобылем же мы дышим, правильно? Поэтому мы закрыли этот гештальт. Галочка поставлена. Мы легенды. Мы легенды. Эх, жалко чокнуться нечем.
Давай хоть водой. Да, на кизляк. Давайте. Это был действительно незабываемый вечер. Все шло отлично, но позже Саша запустил стрим из дома на своем YouTube-канале. Это было коллективное решение. Мы расслабились и недооценили угрозу. Кто нас сдал, мы, вероятно, никогда не узнаем. Кто-то из своих или просто какой-то японец случайно увидел стрим, уже не важно. Утром мы проснулись от того, что в дом зашли полицейские. Следующие 3 месяца мы провели в тюрьме. Это было 3 месяца гребаного театра абсурда. 3 месяца в одиночной камере. Полноценный суд. Как проходили эти 3 месяца и чем все закончилось, я коротко рассказал в отдельном видео, которое сейчас появится справа вверху. Мы также обсуждали это на стриме, но если вам интересны все подробности, в моем телеграм-канале я выпускаю аудиоподкасты, где я читаю дневники, которые я писал в заточении. Это слишком длинная история, чтобы интегрировать ее в эту серию. Так что, кому интересно, милости прошу по ссылкам. На этом наши приключения в зоне Фукусимы подошли к концу, но приключения в Японии продолжаются. Так что не забывайте подписываться, включайте уведомления, чтобы не пропустить продолжение. Благодарю всех за просмотр и всего вам доброго.